Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите слово «Турция»? Это? Может это? Или это? Согласитесь, даже самые яркие места со временем начинают казаться предсказуемыми, будто все это уже где-то видели и успели набить оскомину. В такие моменты и появляется желание открыть что-то необычное, что-то, что еще не успело стать туристическим клише. Именно такой целью я и задался – найти ту Турцию, о которой мало кто знает. Места, где все настоящее – природа, люди, традиции. И я хочу не только открыть ее для себя, но и показать ее вам. Для этого я приехал в Ризе. Для тех, кто не знал, Ризе находится в северо-восточной части Турции, недалеко от Грузии. Это небольшая провинция, но больше всего она известна как турецкая столица чая. Сама провинция Ризе расположена в зоне влажного климата, на узкой полосе между Черным морем и Понтийскими горами, над которыми постоянно стелются туманы. Здесь теплое лето, но без изнуряющей жары, и часто идут дожди. Это вообще самая дождливая местность в стране. Зимой же тут делать нечего. Температура опускается до 2 градусов, бывают заморозки и сильные снегопады. Кстати, про снегопады мы еще поговорим. И помимо чая, в регионе выращивают фундук и киви. Я сам немного удивился, когда увидел небольшие сады киви, которые растут прямо вдоль дороги. Ризе – это жемчужина Черноморского побережья Турции, которая удивляет своей природой и культурными особенностями. Населена преимущественно турками, но также здесь проживают лазы – этническое меньшинство, говорящее на лазском языке. Лазы – это народ, который является одним из коренных жителей Черноморского региона. Их история, культура и образ жизни тесно связаны с природой Карадениза. Их корни уходят в эпоху античности. Лазы упоминаются в византийских хрониках. В средние века лазы находились под влиянием Византийской империи, а позже Османской. Но несмотря на изменения правителей, им удалось сохранить свою идентичность. Исторически лазы были пастухами, рыбаками и земледельцами. Их жизнь всегда была тесно связана с природой. Они разводили скот, выращивали кукурузу, черную фасоль и другие культуры, а рыболовство оставалось важной частью их экономики. Жизнь лазов часто сосредоточена вокруг семейных и общественных традиций. Это очень сплоченный народ, где уважение к старшим и взаимопомощь играют ключевую роль. Сегодня лазы – это небольшая этническая группа, численность которой в Турции оценивается примерно в 150-200 тысяч человек. Поселение лазов в горах Карадениза – это отдельная история. Их дома строятся из дерева, чтобы выдерживать влажный климат и постоянные дожди. Они часто расположены на склонах, так что виды из окон открываются просто фантастические. Сегодня лазы активно участвуют в жизни Турции. Многие из них переселились в крупные города, но при этом стараются сохранять свою культуру. В последние годы наблюдается рост интереса к изучению лазского языка, восстановлению традиционных праздников и обычаев. Как я говорил чуть ранее, Ризе считается чайной столицей Турции. Здесь выращивается около 60% всего турецкого чая. Благодаря влажному субтропическому климату и горному рельефу, эта местность идеально подходит для его выращивания. Чайные плантации покрывают склоны гор террасами, создавая живописные зеленые пейзажи. Они словно ступени поднимаются в горы и создают удивительное сочетание с густыми лесами, шумными реками и водопадами. Но как же добраться до этой красоты? Есть два основных варианта – через аэропорт Трабзона или новый аэропорт Ризе. С последним связана интересная инженерная история. Из-за того, что Ризе расположен у подножья гор, а вся равнинная территория давно застроена, власти приняли смелое решение построить аэропорт в море. Для этого использовали сваи высотой с 10-этажный дом, а площадь для взлетной полосы засыпали 100 миллионами тонн камней. Мне было удобнее долететь до Трабзона, а затем на автобусе добраться до Ризе, чтобы начать свое путешествие. Это небольшая поездка вдоль Черноморского побережья, которая сразу задает настроение. Зелень, горы и бескрайние чайные плантации уже начинают захватывать дух. Путь к самым красивым местам этого региона лежит через город Ризе. Ну и раз уж мы тут, давайте немного прогуляемся по нему.
Rize известен на всю страну как центр чайной индустрии. Чайная тематика тут повсюду. Вот, например, фонари в форме чайного лепестка, а вот и сам чайник. Чай тут продают везде и много. На каждом углу можно встретить небольшие чайные лавки, где продается ароматный черный чай, выращенный прямо на окрестных плантациях. Тут даже поставили памятник в форме огромной чашки чая в центре города. Тут она называется «Бардак». Ну и раз уж это видео про Rize, так что да, чая в этом выпуске будет много. Чай. Но тут вы сами все поняли. Но Rize — это не только чай. Провинция славится своими горными плато, реками, водопадами, мостами и очень необычной кухней. Все это я покажу в этом видео. А пока я бы не задерживался в городе надолго, а поехал исследовать этот регион. И смотреть тут, поверьте мне, есть на что. Раз уж Rize так славится своим чаем, то первым делом мы отправимся на одну из чайных плантаций. Они тут просто везде, и найти их не так трудно. Некоторые находятся практически в городе, но мы поедем чуть дальше. Называется она Харем-Тепе. Чайная плантация Харем-Тепе, также известная как Чечева, это одно из самых живописных мест в провинции Rize. Просто посмотрите, какие виды окружают ее. Расположенная примерно в 25 километрах от города Rize, эта плантация очень популярна благодаря своим зеленым террасам, которые словно волны спускаются по холмам, создавая впечатляющий пейзаж. И чтобы окончательно разобраться с темой чая, давайте выясним, Как так вышло, что в Турции начали выращивать чай? Для этого отправимся в 19 век, когда чай в Турции еще не был так популярен. Тут пили кофе, хотя и чай провозили через территорию Турции по шелковому пути. В конце 19 века султан Османской империи Абдул-Хамид II решил устроить чайные плантации в Турции, но в другом городе, в Бурсе. Но место выбрал неудачное, и чай не прижился. Затем Османская империя уступила место Турецкой республике, и с приходом Первой мировой войны страну настиг экономический кризис. Для людей это стало тяжелым временем, а для турецкого чая – началом новой жизни. Кофе стал слишком дорогим для турков, и парламент принял закон о выращивании чая на востоке Черного моря. Из Батуми привезли несколько тонн семян чая, а агрономы адаптировали растения к местному климату. Так, в 1920-х годах недалеко от Rize появились первые чайные плантации. Сегодня весь турецкий чай выращивают именно здесь. С 1965 года Турция начала экспорт чая, а до 1984 года его производство было монополизировано государством. Сейчас чай выращивают и собирают частные лица, а среди множества фабрик только одна остается государственной. Ежегодно Турция производит около 200 тысяч тонн семян чая, что составляет 6% мирового рынка. Теперь 7%. Чай тут собирают и мужчины, и женщины. Его стригут специальными большими ножницами, складывают в огромные мешки и спускают по натянутым тросам вниз. Потом сушат и фасуют. Работа не из легких, но этот трудоемкий процесс подчеркивает важность и уважение к традициям в этом регионе. А если вы турист, то можете продегустировать этот чай. Кстати, его тут наливают везде бесплатно. И не забудьте прогуляться вдоль зеленых склонов и подышать свежим горным воздухом. Местные жители очень дружелюбные, с удовольствием расскажут вам о чае в Турции и, может, даже проведут экскурсию по своим плантациям. Зеленый чай. Зеленый чай знаешь? Зеленый чай? Да, зеленый, дорогой, который многие знают. Его просто на солнце вот так сушишь, получается зеленый чай. Как долго? Когда берешь его в руку и он рассыпается, значит готов. Получился зеленый чай. После того, как вы собрали чай, какие страны его экспортируют? Везде по миру. Везде. Это единственное место в мире, где солнце, дождь и снег попадают на чай. Снег попадает на чай только тут, в Карадениз. Например, в Индии или Китае или еще где-то есть чай, но там не падает снег. Только в Караденизе на чай падает еще и снег. Из-за этого чай отсюда очень популярный. Сколько чая вы собираете в течение года? В один урожай в течение года собираем чай 3 раза. В один урожай мы, например, собираем 4-5 тонн. Если возьмем 5 тонн, то в год, получается, собираем 15 тонн. Это ваш семейный бизнес? Нет, я просто рабочий, подрабатываю. Я вообще в Грузии работаю, в Батуми.
Тяжелая ли это работа? Тяжелая? Если не собирать чай, он превратится в дрова. Я имею в виду собирать, сушить чай. Нет, мы его не сушим, этим занимается фабрика. Мы только отправляем в хранилище, оттуда чай забирает фабрика. Я понял. Спасибо большое за ответы. Помимо чая, тут есть еще на что посмотреть. Старая архитектура, невероятная природа. Провинция Ризе славится своими высокогорными плато, которые поразили меня своими уникальными пейзажами. Густые леса, зеленые пастбища, горные реки и захватывающие дух виды на вершинах. Они идеально подходят для любителей природы и спокойствия. Хотя туризм в этом регионе активно развивается, в местных деревнях сохранился традиционный уклад жизни. И сейчас я направляюсь к одному из таких плато. Но пока я ехал... По дороге я заметил несколько арочных мостов, которые выглядели довольно древними. Я погуглил, и оказалось, многие из них построены в 17-18 веках. Несмотря на то, что некоторым из них под 200 лет, выглядят они довольно надежно. Вот мосты, у которых я останавливался. Мост Темисват. Его построили в 18 веке. Он один из самых известных мостов региона и представляет собой классический пример османской архитектуры. Рядом с ним есть много смотровых площадок, где вы можете сделать красивые фотографии. Или мост Шен-Юва. Он был построен аж в 1696 году и сохранился в отличном состоянии до наших дней. Его длина составляет около 40 метров. Его часто выбирают как место для романтических прогулок. Рядом с ним находится небольшая деревня, где можно попробовать традиционный черноморский чай и блюда местной кухни, про которые я расскажу чуть позже. А этот мост называется Таш, что в переводе с турецкого означает камень, и это еще один шедевр османской архитектуры в Ризе, построенный в 18 веке. Вокруг моста часто организовываются пикники, а прямо рядом с ним есть отличный ресторан, где можно отведать те самые традиционные блюда черноморской кухни. И это идеальный момент, чтобы подробнее рассказать про нее. В целом, она мало чем отличается от привычной турецкой кухни. Тут вы легко найдете популярные во всей Турции кебабы, дёнеры и чечевичный суп. Но есть два блюда, которые отличают Карадениз. Первое – это мухлама, приготовленная из нескольких видов тянущегося сыра и сливочного масла. Подается горячим в алюминиевой сковородке с большим количеством хлеба, который используется вместо ложки. Очень калорийное, сытное и вкусное блюдо. Однозначно нужно попробовать. Второе – это более известный во всей Турции десерт – сютлач, но считается, что именно Карадениз его родина. Тут его подают немного иначе, чем в других местах, посыпая сверху орешками. Отличный вариант для завершения трапезы, также обязательно попробуйте, когда будете в Карадениз. Кроме древних мостов, в Караденизе есть еще одно каменное сооружение – это крепость Зилкале. Зилкале – это одно из тех мест, где можно почувствовать средневековую атмосферу. Представьте, вы едете по извилистой дороге, вокруг густые леса, над головой туман, а впереди скала, на которой стоит крепость. Зилкале будто висит в воздухе над долиной реки Фортуна, и вид отсюда захватывает дух. Крепость построили еще во времена Византии, чтобы защитить важные торговые пути и следить за долиной. Позже ее забрали османы, и она продолжила служить своим новым хозяевам. Название переводится как «крепость Звон», хотя, если честно, почему именно так, никто толком не знает. Зато одно понятно точно – место просто уникальное. Расположена она на высоте около 750 метров, прямо на скале. Представьте, с одной стороны бескрайние леса, с другой пропасть, а внизу бурлит река. Архитектура тоже поражает. Есть высокая башня, куда обязательно стоит подняться, чтобы увидеть все вокруг. Есть внутренний двор, где раньше жили солдаты. Если захочется немного отдохнуть, можно устроить пикник в тени деревьев неподалеку. Воздух здесь свежий, а тишина нарушается только звуками природы. Добраться сюда проще всего на машине. Крепость находится примерно в 40 километрах от Ризе. Дорога займет чуть больше часа, но будьте готовы к горным серпантинам. Лучше всего приезжать сюда летом или ранней осенью. Летом все утопает в зелени, река Фортуна становится бурной, что добавляет живописности. Если вы окажетесь в Ризе, не упустите шанс увидеть эту крепость своими глазами.
Хотелось еще сказать, что С погодой нам реально везет, потому что сейчас светит солнце, практически нету туч. И даже местные жители мне сказали, что все эти дни шли дожди, а сегодня солнце. Карадениз известен своими природными красотами, но также славится переменчивой погодой. Климат здесь влажный, с частыми дождями и резкими температурными колебаниями, что иногда создает трудности. Дожди – это визитная карточка региона. Они могут начаться внезапно даже в самый солнечный день, так что зонт или дождевик – обязательная часть экипировки. Однако именно благодаря обилию осадков природа Карадениза так впечатляет. Пышная зелень лесов, реки и водопады, которые выглядят особенно мощно после дождя. Пока я рассказывал вам про мосты, кухню и погоду в Караденизе, я успел забраться высоко в горы, так что встречайте плато Покут. Находится на высоте около 2000 метров и известна своими домиками из дерева, расположенными среди густого леса, и панорамными видами, от которых захватывает дух. Это очень популярное место в Карадениз, я даже видел его в разных рекламных роликах известных авиакомпаний, но не знал, что сам окажусь тут. Именно из-за подобных мест Карадениз и сравнивают со Швейцарией. Посмотрите, тут даже коровы пасутся на высоте 2000 метров. Особенность Покута – его тишина и спокойствие. Здесь пока нет толп туристов, а одна из главных фишек – это возможность наблюдать, как туман плавно окутывает долины. И чтобы вы понимали, как везло с погодой в тот день, то вот как выглядело плато, когда я туда приехал, и вот что было через 20 минут. В горах Карадениза часто стоит густой туман, особенно на подобных плато. Туман, конечно, придает пейзажам мистическую атмосферу, но может стать проблемой, например, для водителей, снижая видимость на горных дорогах. Из-за этого я решил не задерживаться тут надолго и поехать к финальной локации на высоту более 2500 метров, но дорога к ней лежит еще через одно плато. Да, тут их много, так же как и мостов, и это плато Айдер. Айдер, наверное, самое популярное и туристически развитое плато в регионе. Оно расположено на высоте около 1300 метров и славится своими горячими термальными источниками. Само плато окружено густыми хвойными лесами, которые в сочетании с горными реками и водопадами создают пейзажи, напоминающие открытки. Айдер прекрасен в любое время года. Летом тут буйствуют зеленые краски, а зимой все укутано снегом, что создает очень уютную атмосферу. Мы поднимаемся все выше в горы, и погода тут уже становится прохладнее, что мне даже пришлось одеть куртку. Помните, что я говорил про переменчивую погоду? Так и случилось. Начинался легкий дождь, и это меня немного напрягало, так как выше в горах, куда я собирался отправиться дальше, скорее всего, погода была совсем плохой. Обычно люди приезжают сюда на несколько дней, чтобы пожить в этих отелях с видом на горы, подышать воздухом, расслабиться. Но я в более турборежиме, поэтому сейчас мы отправляемся к следующей локации. После плато Айдер нас ждет, наверное, самая красивая локация в Карадениз. Но, конечно же, как обычно и бывает, самое лучшее сложнее всего получить. Сейчас я отправляюсь еще выше в горы, на высоту уже примерно 2,5 километра, чтобы подняться выше облаков и, надеюсь, встретить там закат. Но дальше я столкнулся с препятствием. Я на месте! Хотел бы я сказать, но, к сожалению, на моей машине нельзя добраться туда. Мне сказали, что нужна полноприводная машина. Поэтому я сейчас возвращаюсь в город, бронирую экскурсию на завтра и, надеюсь, уже завтра успешно туда добираюсь. Забронировать экскурсию было не так сложно. Правда, пришлось встать прям очень рано. Но не это было самое сложное, а дорога до финального плато, которая была не самой простой даже для пассажира. Машину сильно трясло, и мы часто проезжали над крутыми обрывами, но все же мы добрались. В этот день погода все же подвела. На вершине лил дождь, был сильный ветер, и из-за этого было сложно как-либо наслаждаться этими видами, хотя лошадкам тут, видимо, все нипочем.
Наверное, не получится встретить закат тут, но обычно люди встречают его тут, глядя на вот эти горы, на которых разлеглись эти красивые облака. Давайте немного расскажу о самом месте. Плато Хусер расположен на высоте около 2500 метров над уровнем моря. Тут чистая и прохладная погода даже в летние месяцы. Плато славится своими панорамными видами на горы. Здесь часто можно наблюдать морское облако, когда облака плывут ниже уровня плато, создавая такой эффект. Только представьте, какие тут красивые закаты и рассветы, поэтому я и хотел оказаться тут именно на закате. Если ехать на машине, то из Айдера путь занимает около 40 минут, но дорога довольно крутая и местами сложная, нужен проходимый транспорт, из-за чего я и не смог приехать сюда в первый день, но виды на вершине стоят того. Лучше ехать на Хусер летом, когда горные луга покрываются яркими цветами, а погода позволяет комфортно гулять и наслаждаться видами. Я же немного опоздал, и плато уже было менее зеленым, а погода, мягко говоря, прохладной, из-за чего было сложно находиться снаружи, и я спрятался в какой-то хижине вместе с остальными, подождал, пока стихнет дождь, немного погрелся там и решил все же выйти. Кто-то грелся таким образом. Кстати, я только тут узнал, что в Ризе популярна волынка. А это знаменитые качели над обрывом, которые стали одной из главных достопримечательностей плато Хусер. Эти качели – излюбленное место для фотосессий, и многие туристы приезжают сюда специально ради этих кадров. Я же решил найти какой-то горячей еды, а из горячего там была только кукуруза. Вкусно. Плато Хусер – это место, где природа раскрывается во всей своей мощи и красоте. Здесь можно забыть обо всем и просто наслаждаться моментом, стоя над облаками. Это одно из тех мест, где каждый почувствует себя частью чего-то огромного и прекрасного. После поездки к Хусеру по извилистым горным серпантинам я только хотел без приключений добраться назад до города, потому что завтра я ехал к следующему пункту программы – высокогорному монастырю Сумила. Монастырь Сумила расположен в провинции Трабзон, на склоне горы Мила, построен на высоте около 1200 метров над уровнем моря, основан в IV веке, что делает его одним из старейших монастырей в мире. Самое интересное, что вырезан он в скале и выглядит как часть горы, что придает ему какой-то уникальный и впечатляющий вид. Монастырь являлся важным религиозным центром на протяжении веков, привлекая паломников с разных стран, и даже сейчас остается памятником христианской истории в Турции. Известно, что нынешний свой вид он приобрел в XIII веке. Кроме уникального расположения, его окружает просто какая-то невероятная природа. Монастырь окружен национальным парком Алтын-Дере, который славится своими густыми лесами, крутыми горными склонами и множеством рек и водопадов. Просто послушайте, как звучит шум горной реки. Дорога к монастырю – это отдельная история. Путь проходит через лес, где вас окружают высокие деревья, которые дают тень и прохладу даже в жаркие летние дни. Тропа извивается, открывая потрясающие виды, но есть место, с которого открывается панорама на сам монастырь, нависающий над пропастью, что производит сильнейшее впечатление. Пока все идут к монастырю, чтобы посмотреть на него изнутри, мы нашли точку, где можно посмотреть на монастырь снаружи и насладиться этим видом на фоне всей этой природы. С 2015 до 2021 года монастырь был на реставрации, но теперь он стал доступным для посетителей, и каждый может подняться к этому древнему памятнику и полюбоваться великолепными видами. Внутри монастыря было не очень интересно, лично для меня. Намного интереснее было посмотреть на него снаружи, ведь, как и весь Карадениз, его окружает просто какая-то крышесносная природа. И
И на этом красота не заканчивается, ведь в Трабзоне есть еще несколько мест, которые точно заслуживают внимания. Одно из таких – озеро Узунгёль. Озеро Узунгёль является туристической жемчужиной Черноморского региона Турции. Оно названо в честь деревни на его берегу и переводится как «длинное озеро». В Караденизе все красивые места находятся высоко в горах, и даже это озеро расположено на высоте более 1000 метров над уровнем моря. История у этого озера тоже интересная. Оно появилось из-за оползня, который перегородил реку Халдизен. Теперь вместо бурного течения реки здесь тихая гладь воды, а с высоты все смотрится еще более впечатляюще. Люди давно оценили красоту этого места. Вокруг озера выросла деревня, и она как будто подчеркивает его природное очарование. Вся территория вокруг озера – это настоящий заповедник. Говорят, тут можно встретить самую дикую природу – кабанов, медведей, даже рысей. А в самой воде плавает радужная форель, но не знаю, можно ли тут рыбачить. И если говорить о том, чем здесь можно заняться, то скучать точно не придется. Вокруг озера есть дорожка, можно прогуляться и полюбоваться видами. Еще есть тропы для трекинга, ведущие на другие горные плато. Но самое главное, ради чего многие приезжают сюда, это завтрак с видом на озеро. Просто посмотрите на эту эстетику. Добраться до Узунгёля удобнее всего из Трабзона, это где-то 2 часа на машине. Дороги, конечно, извилистые, горные, как и во всем Караденизе, но виды компенсируют все неудобства. Если будете в этом районе, обязательно загляните сюда. Это одно из тех мест, которое останется в памяти надолго. Путешествие в Карадениз полностью изменило мое представление о Турции. Каждый день здесь это новый вызов, новая палитра эмоций и впечатлений. Этот регион будто создан для тех, кто хочет стать частью чего-то огромного, чего-то настоящего и непредсказуемого. И я считаю, что я полностью выполнил задачу на это видео. С первых минут тебя окружает природа, которую сложно описать словами. Бескрайние зеленые склоны, шумные реки, облака, стелющиеся так низко, что их можно коснуться рукой. А чайные плантации, они как зеленые ковры тянутся вверх по склонам гор. Каждое место удивляет по-своему. Плато Айдер – уютное и живописное место с домиками, утопающими в зелени. А Хусер словно из другой реальности, где стоишь над облаками и осознаешь, как ничтожны повседневные заботы перед лицом такой красоты. И, конечно же, люди. Карадениз — это про улыбки, гостеприимство и гордость за свою землю. Здесь каждый встречный рад рассказать о своем крае, угостить чаем или просто пожелать хорошей дороги. Карадениз — это не просто поездка, это возможность остановиться, вдохнуть полной грудью и увидеть мир таким, какой он есть. Если вы ищете место, которое точно оставит след в вашем сердце, то это точно здесь. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся!